Когда джедаи Павший Орден только вышли, мне посчастливилось получить ключ от игры через московское представительство Диснея. Однако я не из тех людей, которые готовы сформировать мнение, пока не пройдут игру на все 100%, так что, пусть и с опозданием, позвольте мне добавить свои 5 копеек к обсуждению. Павший Орден – игра в жанре экшен-адвенчер, смешивающая пазлы и перемещения Uncharted и Assassin's Creed с облегченным вариантом боевки Dark Souls. В ней мы играем за Кэла, подавана, пережившего приказ 66 и постаравшегося залечь на дно. Когда прятаться дальше становится невозможно, он присоединяется к команде, состоящей из пилота и бывшего джедая, и пытается найти некий артефакт, который поможет восстановить Орден. И в этом проблема. Мы смотрели «Повстанцев» и 4-й эпизод. Добавьте пару деталей, и через пару часов игры вы уже сможете предсказать, чем она закончится. А если вы вдруг не знаете, кто такие джедаи, что такое война клонов и за что все так ненавидят Империю, то, с одной стороны, меня тянет сказать вам, что игра не для вас, потому что объяснять базовые вещи она не собирается, вы максимум можете рассчитывать на пару записей про лор мира. А с другой стороны, сюжету в игре отведена такая маленькая роль, что в игру спокойно можно играть только ради исследования и боевки. Так или иначе, я не могу порекомендовать игру поклонникам Звездных войн, которых интересует только ее связь с франшизой. Ничего радикально нового и интересного она в лор и историю Звездных войн не добавляет. При этом фанатам все-таки будет за что зацепиться, хотя отсылки преимущественно делаются на элементы нового канона. В игре 4 знакомые нам планеты, 2 большие и 2 маленькие, 2 отсылки на события сериала «Войны клонов», несколько персонажей из 3-го эпизода и Rogue One, раса и организация из повстанцев. Инквизиторы на обложке игры, так что это едва ли спойлер. И отдельные представители Ордена также появлялись в комиксах про Дарта Вейдера. Мы даже отправляемся на планету, которую по задумке создателей игры превратят в базу Старкиллер, хотя из финальной версии игры подтверждение было вырезано. Упоминаются знакомые места, появляются знакомые расы, корабли, металлы, даже редкие цвета для светового меча. Так что фанату найдется чему порадоваться, пускай такие отсылки и редки. Персонажи игры также не безинтересны, но страдают от недостатка внимания и развития. Из основных игровых роликов едва ли можно много узнать о Кэле и его команде. Большинство разговоров с сопартийцами строго опциональны и достаточно топорно анимированы, если это вообще можно считать анимацией. Возможно, во мне говорит фанат РПГ, но мне не хватало разговоров по душам, и тем более странно, что сопартийцев нельзя расспросить о том, кто они и откуда, когда с ними встречаешься в первый раз. Эту информацию приходится собирать постепенно и по кусочкам. К концу игры картина получается достаточно полная, но, ко всему прочему, персонажи никак не меняются в течение 90% сюжета. Душевные терзания и эволюция характера происходит исключительно в конце 2-го, начале 3-го акта, из-за чего большую часть игры с ними довольно скучно общаться. Если изменения происходят, то они внезапны и не смотрятся органично. Так, после победы над одним AT-ST, изначально довольно сдержанный и опасливый главный герой, внезапно отбрасывает всякую предосторожность и готов прыгать с движущегося корабля в гущу сражения, помогать неизвестно кому драться с Империей. Ощущение, что сценаристам было лень описывать постепенные изменения характера или придумывать причины. Кстати, о лени. В игре очень мало багов, и тем страннее, что во время опциональных разговоров часто происходят несуразные вещи. То герой сошлется на реплику, которую адресант еще ни разу не произносил, то персонажи начнут обсуждать события, которого в игре вообще не было, то отправят главного героя искать персонажа, который стоит от них в 2 шагах. Ощущение странное, кажется, что создателям игры было гораздо меньше дела до сюжета, чем до остальных элементов. К слову о них, игра стоит преимущественно на 2 столпах – боевки и исследований, которые довольно неплохо интегрированы. Боевка, как и многие современные игры, многое позаимствовала у Dark Souls. Прогресс достигается за счет получения новых боевых способностей по мере набора XP и уровней. Один единственный апгрейд оружия надо найти в мире, а новые скиллы становятся доступны по мере продвижения по сюжету. Они помогают лучше и быстрее справиться с врагами, но это не значит, что они все еще не могут вам навалять, если вы расслабитесь. Игра довольно непростая даже на среднем уровне сложности, и победить за счет случайного нажимания кнопок не получится, особенно если вы пренебрегали исследованием и в результате имеете мало здоровья и стим-пакетов. Придется научиться парировать и уклоняться. Ошибок в бою игра не прощает, но наказание не столь сурово, как в Dark Souls. Потерянный опыт можно получить назад, ударив убившего вас врага. Это не всегда хорошая новость, если между вами и убийцей несколько пачек других врагов, или если это легендарный зверь, который не должен быть вам сейчас пока что по зубам. Инквизиторы? Пфф, вот мои злейшие враги.
Более того, сложность игры в любой момент можно изменить в настройках. Это даже не запорит вам получение ачивки. Ни одна из них не привязана к сложности, так что прохождение игры на мастере или грандмастере становится дело сугубо добровольным. Лично мне за глаза хватило и рыцаря, хотя из-за большой полоски здоровья и 10 стимпаков под конец игры у меня и было ощущение, что я немного жульничаю. К слову об этом. Исследование в игре частично носит практический характер. Большие эхо-воспоминания увеличивают жизнь и ману, а золотые сундуки – количество стимпаков. Они при отдыхе у костра восстанавливаются автоматически, так что это перманентное улучшение. Но проблема в том, что таких улучшений мало, а найти их сложно. Вам известно только их количество в каждой данной локации, а дальше крутитесь как хотите. Также в игре можно найти эхо-воспоминания, которые дадут вам небольшую запись журнала и немного опыта, и сундуки с косметическими предметами, перекраской для дроида, корабля и одежды главного героя. Ни то, ни другое, если честно, само по себе не стоит того времени, которое можно вбухать в исследование планет. На прохождение со 100% открытием карты у меня ушло 32 часа. Поэтому исследовать каждый угол имеет смысл либо ради боевых бонусов, либо ради исследования как такового. В игре 4 больших и 1 маленькая планета, но этого хватает, потому что в каждой есть хотя бы 2 типа локаций. Например, заснеженные предгорья и индустриальный комплекс пополам с коридорами имперской базы. Дизайн уровней также достоин похвалы. Он достаточно вертикальный, а локации соединяются большим количеством секретных проходов. Некоторые карты настолько велики и ветвистые, что вы проклянете все, пока доберетесь до нужной вам локации, ведь в игре нет быстрого перемещения между точками сохранения, а по многим проходам можно пройти только в одну сторону. По счастью, в игре есть удобная и полезная трехмерная карта, на которой отмечены все проходы, в том числе те, в которые вы еще не проходили, что не отменяет необходимость смотреть по сторонам, секретные ответвления там не отмечены. К сожалению, не везде можно пройти с самого начала игры. Для полного исследования карты вам понадобится 9 улучшений от бега по стенам до дыхательного устройства, которые можно получить только по мере продвижения по основному сюжету, что напоминает об играх жанра Metroidvania. На каждую из планет придется вернуться дополнительно. На большинство вас и так во второй раз приведет сюжет, но радости от этого мало. По сюжету вам надо идти в новые локации, а вот за пропущенными секретами придется возвращаться в старые, уже преимущественно исследованные. Мне, по крайней мере, 2 раза пришлось пересекать всю карту мира, чтобы забрать один пропущенный сундук или угол, и это сильно раздражает. Казалось бы, неплохим выходом является быстрая пробежка по сюжету вплоть до последнего улучшения двойного прыжка с последующим методичным исследованием планет. Только вот тогда 80% игры вам придется бегать с минимальным здоровьем и парой медпаков, что создаст множество проблем даже на среднем уровне сложности. Другими словами, надеюсь, вам понравится исследовать мир, потому что без этого не обойтись. Присутствуют в игре физические пазлы а-ля Uncharted, правда, преимущественно на основном сюжетном пути. С Uncharted игра делит еще одну особенность, она весьма кинематографична. Зрелищность катсцен, конечно, не перекрывает слабость сквозного сюжета, но пролог и третий акт качественно сделаны и оставляют хорошее впечатление. Uncharted часто сравнивают с большим зрелищным аттракционом на пару вечеров, и то же самое я могу сказать про Павший Орден. В жертву этой зрелищности, правда, была принесена нелинейность. Шага вправо, шага влево не уносит не только сюжет. Честно говоря, понятия не имею, зачем здесь опциональные варианты. Это слишком мало и слишком поздно. Но и исследование. Можешь бегать по стенам, только тем, по которым мы скажем. Умеешь прыгать на лианы, тебе только кажется. Можешь спрыгнуть откуда угодно, но мы тебя убьем, если это не там, где мы разрешили. Слава богу, что игра практически не наказывает за падение в пропасть. Хватает в игре и невидимых стен. Слышали про системные игры? Павший Орден явно к ним не относится. Тут ты доберешься до сундука либо так, как сказали разработчики, либо вообще никак. Еще пара разрозненных замечаний. При запуске на компьютере игра скажет, что рассчитана на игру с контроллером, а не верьте ей. Она использует нажатие на джойстик для бега и таргетинга, и, по крайней мере, с контроллером для PlayStation 4 вы гарантированно заработаете себе мозоли под конец игры. Настройки клавиатуры, правда, тоже придется менять. Уклонение в игре слишком полезно, чтобы ставить его на клавишу Z. В игре нет низкого уровня качества графики, так что поиграть в нее на старых компьютерах не получится. Например, мой 4-летний ноутбук с GTX 960M выдает 10 FPS, это играбельно, но некомфортно. На более мощной машинке на высокой графике игра выглядит неплохо, хотя разница между геймплеем и катсценами все равно заметна. Плюс в карму разработчикам за интеграцию игровых элементов типа карты и отсутствие загрузочных экранов между планетами. Минус за отсутствие объяснения того, почему после отдыха возвращаются убитые враги. Плюс в карму за то, что в кои-то веке эта игра без мультиплеера и микротранзакций. Минус за то, что для, по крайней мере, русского рынка, особенно рынка PC-игр, она чудовищно дорогая.
Подведем итоги. Я не могу рекомендовать игру тем, кто играет в игры в первую очередь ради сюжета. Задержанное развитие персонажей и предсказуемый сюжет получают от меня низкие оценки. Однако в саму игру приятно играть. Основной игровой цикл, состоящий из боевки и исследования, сделан на совесть и способен занять вас на пару вечеров, а сеттинг «Звездных войн» позволил добавить в игру несколько интересных игромеханик. Одним словом, ничего выдающегося, но я все равно порекомендовала бы дождаться скидки и попробовать игру самостоятельно.